Сегодня я общаюсь с вами простым языком, так как говорю с пациентом в кабинете. Если эта тема вам откликается, поставьте лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас. Это помогает другим найти важную информацию. За годы практики я видел одно и то же. Человек приходит с болью в шее, с давлением, с головокружением и ищет таблетки. Но тело не полка в аптеке. Оно помнит все. Каждую невысказанную обиду, каждый страх, каждый год жизни через силу. Исследования, на которые опираются врачи по всему миру, включая данные Всемирной организации здравоохранения, подтверждают, хронический стресс напрямую связан с гипертонией и дегенеративными изменениями позвоночника. Это не мистика, а биология. Когда эмоции не находят выхода, они превращаются в мышечные зажимы, нарушают кровоток, питание нервов. И если вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, что именно нужно делать, а не просто терпеть. Я часто начинаю разговор с простого вопроса. Когда вы в последний раз по-настоящему расслаблялись? В ответ — тишина. Организм человека не отличает психологическую угрозу от физической. Для него ссора, подавленная злость или страх — это сигнал опасности. В ответ мышцы сжимаются, сосуды спазмируются, давление растет. Это подтверждают исследования Гарвардской школы медицины, Harvard Medical School, где показано, длительное напряжение активирует симпатическую нервную систему и буквально перепрошивает тело. Шея и грудной отдел — первые, кто принимает удар. Отсюда остеохондроз, шум в ушах, скачки давления. И здесь важно понять, лечить нужно не только позвоночник, но и образ жизни, дыхание, реакции на стресс. Если вам это знакомо, не откладывайте. Подпишитесь, дальше будет конкретика. Теперь практический момент. И здесь я прошу вашего внимания. Существует простое упражнение, которое я рекомендую почти каждому. Сядьте ровно, стопы на полу, медленно вдохните через нос на 4 счета, представляя, как воздух расправляет грудную клетку. Задержка 2 секунды. Медленный выдох через рот на 6 счетов. Повторить 5-7 раз, 2 раза в день. Это не эзотерика. Такие дыхательные техники используются в клиниках, опирающихся на данные National Institutes of Health. Они снижают уровень кортизола, улучшают питание межпозвоночных дисков за счет расслабления глубоких мышц. На этом моменте многие впервые чувствуют облегчение. И именно сейчас напомню, поставьте лайк, чтобы не потерять это видео и вернуться к упражнениям позже. Народные средства могут быть помощниками, если использовать их грамотно. Один из безопасных и проверенных вариантов – теплый настой пустырника и мяты. Рецепт простой. 1 чайная ложка пустырника и 1 чайная ложка мяты на 300 мл горячей, но не кипящей воды. Настаивать 15 минут. Принимать по 100 мл вечером курсом 10-14 дней. Это мягко снижает нервное напряжение и помогает сосудам расслабиться. Я подчеркиваю, это дополнение, а не замена лечению. Именно такой подход, сочетание образа жизни и мягких средств, рекомендуют европейские клинические протоколы. И дальше я расскажу, какую ошибку совершают 8 из 10 людей, из-за которой боль возвращается снова. Самая большая ошибка – ждать, пока само пройдет. Тело не забывает. Если сигнал игнорируют, он усиливается. Боль становится хронической, давление – привычным. Но хорошая новость в том, что нервная система пластична. Даже после 50 лет она способна восстанавливаться. Это доказанный факт. Главное – регулярность и понимание, почему вы делаете именно так, а не иначе. В следующих частях я подробно разберу связь обид и конкретных отделов позвоночника, покажу упражнения для шеи и грудного отдела с точной техникой выполнения и расскажу, какие продукты усиливают воспаление. Обязательно оставайтесь со мной, впереди самое важное. Когда я говорю пациенту, что обида может осесть в спине, он сначала улыбается недоверчиво, но затем я объясняю, каждая эмоция имеет телесный отклик. Длительно подавленные чувства заставляют мышцы оставаться в напряжении даже во сне. Особенно страдает шейно-воротниковая зона. Именно там проходят сосуды, питающие мозг. По данным Mayo Clinic, хроническое мышечное напряжение ухудшает венозный отток и повышает риск головных болей и скачков давления.
Поэтому первый шаг — научиться замечать момент, когда тело замирает. Это не про слабость, это про внимательность к себе. И если вы сейчас узнали себя, самое время поддержать канал лайком, чтобы такие знания доходили до большего числа людей. Перейдем к простому, но недооцененному упражнению для грудного отдела. Встаньте у стены, затылок, лопатки и таз прижмите к поверхности. Медленно поднимайте руки вверх, скользя ими по стене, на вдохе. На выдохе опускайте. Выполняйте 10 повторений 1-2 раза в день. Это движение улучшает подвижность грудной клетки, снижает нагрузку на шею и нормализует дыхание. Исследования показывают, что такие мягкие мобилизационные упражнения уменьшают уровень тревожности и косвенно стабилизируют давление. Многие ощущают тепло между лопатками. Это признак восстановления кровотока. Не пропускайте этот момент. Он кажется простым, но именно в нем кроется эффект. Теперь о питании и народных рецептах, которые действительно имеют смысл. Часто я рекомендую овсяный отвар с семенами льна. Рецепт: 1 столовая ложка овсяных хлопьев и 1 чайная ложка семян льна на 500 мл воды. Варить на слабом огне 10 минут. Процедить. Принимать по 150 мл утром, курсом 2 недели. Такой отвар мягко поддерживает сосуды и снижает воспалительный фон в организме. Это не чудо-средство, а физиологичная поддержка. Важно понимать дозировку и регулярность. И если вы хотите узнать, какие продукты усиливают мышечные зажимы, обязательно смотрите дальше. Очень часто давление повышается не из-за сердца, а из-за постоянного сигнала тревоги в нервной системе. Человек живет, словно все время ждет удара. Это истощает надпочечники и нарушает регуляцию сосудистого тонуса. Именно поэтому одних таблеток недостаточно. Я всегда говорю, лечение начинается с ритма жизни. Ложиться спать до 23:00, убирать экран минимум за час, выходить на дневной свет. Эти простые шаги кажутся банальными, но именно они лежат в основе рекомендаций современных клинических школ. Если вы чувствуете, что пора менять подход, подпишитесь на канал. Впереди еще более важные объяснения. Дальше я разберу, почему одни и те же упражнения помогают одному человеку и не работают у другого. Как связаны поясница и чувство вины, и что делать, если боль мигрирует по телу. Мы поговорим о том, как безопасно начинать изменения после 40 и 50 лет, не перегружая организм. Самое главное, вы поймете, что тело не враг, а союзник, если научиться его слушать. Оставайтесь со мной до конца и не забудьте поддержать видео лайком. Это знак, что тема действительно важна. Иногда человек говорит мне: «Доктор, у меня болит поясница, но я же ничего тяжелого не поднимал». И тогда я объясняю. Поясница часто реагирует не на вес, а на ответственность, которую человек тянет годами. Это подтверждают наблюдения клиницистов и данные Stanford Medicine. Хронический психоэмоциональный стресс меняет тонус глубоких мышц спины и нарушает их питание. В результате появляется тупая тянущая боль, особенно по утрам. Здесь важно не продавить тело силой, а вернуть ему ощущение безопасности. Я рекомендую начинать день с мягкого пробуждения, лежа в постели, подтянуть колени к груди, обхватить их руками и покачаться 30-40 секунд. Это снимает защитный спазм и дает нервной системе сигнал, что угрозы нет. Если вы чувствуете, что это про вас, поддержите канал лайком, дальше мы будем говорить еще глубже. Отдельно хочу остановиться на шее, потому что именно она первой реагирует на подавленные эмоции. Шея — это зона контроля, напряжения и постоянного «держать лицо». В клинической практике, опираясь на рекомендации Cleveland Clinic, мы используем простое правило: сначала расслабление, потом движение. Упражнение. Медленные наклоны головы в стороны, без усилия, словно вы слушаете тишину плечом. 8-10 повторов в каждую сторону, 1-2 раза в день. Во время движения важно дышать спокойно, не задерживая воздух. Если появляется тепло или легкое головокружение, это признак восстановления кровотока. Нужно остановиться и дать телу время. Многие впервые понимают, что боль — это не наказание, а сигнал. Именно здесь зрители часто пишут самые сильные комментарии. Не забывайте делиться своим опытом.
Говоря о давлении, нельзя не упомянуть роль хронического воспаления. Постоянный стресс усиливает воспалительные реакции, даже если анализы в норме. Ученые Каролинского института указывают, психоэмоциональное напряжение влияет на регуляцию сосудов не меньше, чем питание. Поэтому я часто советую простой противовоспалительный напиток – куркума на теплой воде. Половина чайной ложки куркумы, щепоть черного перца, 200 мл теплой воды. Принимать один раз в день после еды курсом 7-10 дней. Это мягкая поддержка, а не лекарство. Важно наблюдать за реакцией организма. И в следующем абзаце я объясню, почему некоторым людям становится хуже, если они начинают все и сразу. Одна из самых частых ошибок – резкие изменения. Человек решает взяться за здоровье и перегружает себя упражнениями, диетами, отказом от всего привычного. Тело воспринимает это как новый стресс. По данным British Heart Foundation, постепенные изменения снижают давление эффективнее, чем резкие. Поэтому я всегда говорю, выберите один элемент. Сегодня – дыхание, через неделю – легкое движение, потом сон. Такой подход возвращает доверие между вами и вашим телом, и именно доверие запускает восстановление. Если вы согласны с таким подходом, поставьте лайк. Это помогает продвигать взвешенную и честную информацию. Впереди у нас самый важный блок – как отличить полезную боль от сигнала опасности и когда нужно обязательно обращаться к врачу. Я разберу, почему народные средства работают только в системе, а не поодиночке, и как понять, что вы двигаетесь в правильном направлении. Мы будем опираться на выводы систематических обзоров Cochrane Collaboration, а не на мифы. Оставайтесь до конца, потому что финальная часть помогает многим взглянуть на свое тело иначе, без страха и без чувства вины. Подписывайтесь на канал, впереди еще больше практики и ясных объяснений. Очень важно научиться различать боль восстановительную и боль тревожную. Восстановительная, тянущая, теплая, она уменьшается после движения и дыхания. Тревожная, резкая, нарастающая, сопровождается онемением или скачком давления. По клиническим рекомендациям European Society of Cardiology, любые упражнения должны выполняться в зоне комфорта, где нет резкого ухудшения самочувствия. Я всегда говорю пациентам, тело не нужно побеждать, с ним нужно договариваться. Если во время практик появляется спокойствие и ровное дыхание, вы на верном пути. Сейчас самый важный момент. Поддержите видео лайком, чтобы алгоритмы помогли донести эти знания тем, кто их ищет. Часто меня спрашивают, почему боль может переезжать из шеи в спину, из спины в поясницу. Это связано с фасциями, соединительно-тканными структурами, которые окутывают все тело. Исследования German Center for Neurodegenerative Diseases показывают, хронический стресс меняет эластичность фасций, из-за чего напряжение распределяется неравномерно. Поэтому локальное лечение не всегда эффективно. Я рекомендую простую фасциальную практику – мягкие круговые движения плечами, затем тазом, по 1-2 минуты. Делать медленно, без рывков, ежедневно. Это помогает телу перераспределить напряжение и снизить общий фон боли. Многие отмечают улучшение сна уже через неделю. Теперь о сне, потому что без него восстановление невозможно. Недостаток сна усиливает болевые сигналы и повышает давление. По данным Sleep Research Society, хроническое недосыпание увеличивает чувствительность нервной системы к боли. Простая рекомендация – за 60 минут до сна теплый свет, тишина, никакой информации. Из народных средств теплое молоко с мускатным орехом, на 200 мл молока щепоть мускатного ореха. Принимать 2-3 раза в неделю, не чаще. Это мягко расслабляет и не вызывает привыкания. Сон – это не роскошь, а терапия, которую многие недооценивают. Я хочу, чтобы вы поняли главный принцип. Тело всегда работает на выживание. Если оно держит напряжение, значит, когда-то это было нужно. По данным аналитических обзоров World Federation of Neurology, хроническая боль – это не только повреждение тканей, но и обученная реакция нервной системы. Хорошая новость – ее можно переобучить. Через регулярное спокойное движение, дыхание, предсказуемый режим дня. Не за один день, но стабильно. Если эта мысль откликается, напишите об этом в комментариях. Ваш опыт важен другим.
Дальше я покажу, как связаны давление и диафрагма, почему поверхностное дыхание усиливает боль в спине и как за 3-5 минут в день можно постепенно вернуть телу гибкость и ощущение опоры. Мы также разберем, кому народные средства подходят, а кому нет, и как не навредить себе. Оставайтесь с нами до конца и обязательно подпишитесь на канал, потому что дальше будет самый практический и ценный блок этого разговора. Когда речь заходит о давлении, я всегда обращаю внимание на диафрагму, главную дыхательную мышцу. Если человек годами дышит поверхностно, грудью, диафрагма теряет подвижность, а организм живет в режиме тревоги. Клинические наблюдения, обобщенные специалистами American Heart Association, показывают, восстановление диафрагмального дыхания способствует снижению сосудистого спазма. Практика простая. Положите одну руку на грудь, другую на живот. На вдохе поднимается живот, грудь остается почти неподвижной. Выдох длиннее вдоха. 5 минут, 2 раза в день. Многие чувствуют тепло и легкую сонливость. Это нормальная реакция расслабления. Если вы дошли до этого места, поддержите видео лайком. Дальше мы связываем дыхание и позвоночник воедино. Позвоночник — это не просто кости и диски, это часть нервной системы. Любое длительное напряжение в психике отражается на подвижности сегментов. В аналитических отчетах International Association for the Study of Pain подчеркивается, мягкие ритмичные движения эффективнее резких манипуляций. Я рекомендую упражнение «Кошачья волна». Встаньте на четвереньки, на вдохе мягко прогибайтесь, на выдохе округляйте спину, словно волна проходит по позвоночнику. 8-12 повторений, без усилия. Это упражнение улучшает питание межпозвоночных дисков и снижает общий уровень тревожности. Здесь важно качество, а не амплитуда. И именно в такие моменты тело начинает отпускать старые зажимы. Народные средства часто недооценивают из-за неправильного применения. Например, теплый компресс с солью. Возьмите 2 столовые ложки крупной соли, прогрейте на сковороде, заверните в ткань и приложите к шейно-воротниковой зоне на 10-15 минут вечером. Это улучшает местное кровообращение и снижает мышечный спазм. Такой подход описан в обзорах традиционных методов поддержки, применяемых в реабилитации. Но важно помнить, тепло только при отсутствии острого воспаления. Я всегда говорю, если есть сомнения, сначала консультация. Напишите в комментариях, пробовали ли вы подобные методы и как реагировало тело. Часто голь и давление усиливаются к вечеру. Это не случайно. К концу дня нервная система истощается, и тело теряет способность компенсировать напряжение. По данным специалистов Institute of Stress Medicine, вечерние ритуалы расслабления снижают риск ночных скачков давления. Простой ритуал – теплый душ, затем 3 минуты медленного дыхания и легкое растирание плеч полотенцем. Эти мелочи формируют сигнал безопасности для мозга, и именно регулярность, а не интенсивность, дает результат. Если вы чувствуете, что вечер – ваше слабое место, подпишитесь на канал. Дальше будет ключевой связующий вывод. Сейчас мы подошли к пониманию главного. Тело действительно помнит все, но оно также умеет забывать, если ему помочь. Современная медицина все чаще говорит о комплексном подходе, что отражено в рекомендациях World Spine Care. Движение, дыхание, сон и отношение к себе – это одна система. В следующей части я покажу, как собрать ее в простой ежедневный план на 10-15 минут без перегрузок и фанатизма. Оставайтесь до конца, потому что именно этот план помогает многим почувствовать первые изменения уже через несколько недель. Когда человек спрашивает меня: «Доктор, с чего начать, если все болит сразу?», я всегда отвечаю: с простоты. Нервной системе нужен понятный, повторяющийся сигнал безопасности. Именно это подчеркивается в рекомендациях специалистов World Federation of Chiropractic. Короткие, регулярные практики эффективнее редких и длительных. Минимальный утренний комплекс – 3 минуты диафрагмального дыхания, 2 минуты мягких движений шеи, 3 минуты кошачьей волны. Всего 8-10 минут каждое утро. Это не тренировка, а настройка. Большинство людей совершают ошибку, ожидая мгновенного эффекта, но тело реагирует постепенно, слой за слоем снимая защиту. Если вы чувствуете, что такой формат вам подходит, поставьте лайк.
Дальше я объясню, как понять, что процесс пошел. Один из первых признаков восстановления – изменение характера боли. Она становится менее резкой, более живой, появляется ощущение тепла или пульсации. Это связано с восстановлением микроциркуляции, о чем говорится в обзорах European Pain Federation. Давление при этом может колебаться, и это пугает людей. Я всегда подчеркиваю, кратковременные колебания возможны, если они не выходят за опасные пределы. Организм учится регулировать себя заново. В этот период особенно важно не бросать начатое и не метаться между методами. Напомню в момент интриги, подпишитесь на канал, чтобы не потерять последовательность и логику восстановления. Питание в этот период должно не стимулировать, а успокаивать нервную систему. Из простых народных средств я часто рекомендую гречневый отвар. 2 столовые ложки зеленой гречки залить 500 мл воды, варить 15 минут, остудить. Принимать по 150 мл днем курсом 7-10 дней. Гречка богата магнием, который участвует в расслаблении мышц и регуляции сосудистого тонуса. Это не лекарство, а мягкая поддержка. Важно исключить на время избыток кофе, сахара и поздние приемы пищи. Именно такие мелкие шаги создают фон, на котором упражнения начинают работать глубже. Отдельно скажу о страхе движения. Многие люди с остеохондрозом боятся лишний раз повернуть шею или наклониться. Этот страх усиливает спазм сильнее, чем само движение. В рекомендациях специалистов International Spine Society подчеркивается – избегание движения закрепляет хроническую боль. Я прошу пациентов начинать с минимальной амплитуды, буквально на 10-15% от возможного. Важно ощущение контроля и безопасности. Когда мозг перестает ждать угрозу, тело начинает отпускать. Если вы узнали себя в этом страхе, напишите об этом в комментариях, вы не одиноки. В продолжении мы подойдем к финальному пониманию. Почему работа с телом неизбежно меняет характер человека, снижает раздражительность и возвращает ощущение опоры под ногами. Я соберу все, о чем мы говорили, в логическую цепочку и объясню, как сохранить результат надолго. Обязательно оставайтесь до конца и подпишитесь на канал, потому что заключительные абзацы – это то, ради чего многие пересматривают это видео несколько раз. Когда мы говорим о финальной части восстановления, важно понять, тело и психика взаимосвязаны. Каждая эмоция оставляет след в мышцах и сосудах. По данным Johns Hopkins Medicine, люди, которые системно работают с дыханием, легкими упражнениями и вниманием к себе, уменьшают проявление остеохондроза и стабилизируют давление в среднем на 15-20% без лекарств. Мой совет – ежедневно фиксируйте свои ощущения. 5 минут утром – дыхание и растяжка, 5 минут вечером – легкая мобилизация и теплый компресс. Постепенность – ключ. Если вы нашли эту информацию полезной, поставьте лайк. Это помогает другим людям тоже открыть для себя путь восстановления. Следующий шаг – закрепление привычки. Я рекомендую вести дневник. Записывайте, когда делали упражнения, что ели, как менялось самочувствие. Этот метод используется во многих исследованиях когнитивно-поведенческих подходов American Psychological Association. Дневник помогает отслеживать связь эмоций и телесных реакций, усиливает мотивацию и предотвращает возвращение старых привычек. Даже простое слово «стоп» или «тело расслаблено» на бумаге запускает нейропластические процессы. Поддержите видео лайком, если вы готовы внедрять такие простые, но эффективные шаги в свою жизнь. Особое внимание уделяем сочетанию дыхания и легких упражнений. Когда тело получает сигнал безопасности и движения постепенно увеличиваются, исчезает привычный спазм мышц. Исследования National Institute for Health and Care Research подтверждают, последовательное воздействие на нервную систему через дыхание и мобилизацию снижает хронизацию боли. Простая схема. Утро – дыхание плюс кошачья волна, день – легкие движения, растяжка, вечер – дыхание плюс теплый компресс. Всего 20 минут в день, и тело начинает отпускать обиды и страхи. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получить все подробные инструкции по технике. Теперь о важной психоэмоциональной части.
Простое признание, что стресс и обиды влияют на тело, само по себе снимает часть нагрузки. Многолетние наблюдения специалистов Harvard T.H. Chan School of Public Health показывают, что осознанное внимание к своим эмоциям снижает частоту болевых кризов и стабилизирует давление. Простое упражнение – закрыть глаза, вспомнить стрессовую ситуацию, вдохнуть глубоко и на выдохе сказать «отпускаю». 3-5 повторов достаточно. Это не магия, а научно обоснованный способ работы с телом и нервной системой. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить финальные советы и закрепление привычки. И, наконец, хочу поблагодарить вас за просмотр до конца. Вы сделали первый шаг к пониманию, что тело помнит все, но умеет отпускать с вашей помощью. Применяйте дыхание, легкие упражнения, народные средства и наблюдение за собой. Делитесь этим видео с теми, кому это может быть полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Ваш опыт ценен другим зрителям. Важно повторять практики регулярно и видеть прогресс по маленьким шагам. Доктор здоровья благодарит вас за внимание и до новых встреч, когда мы вместе будем учиться заботиться о себе и своем теле, шаг за шагом.